Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 1 по 10 марта. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Что нас ждет или к чему все идет? У нас сегодня 2 колоды карт по традиции. И первые 4 карты мы достанем на колоде Ленорман. Именно больше событий или сферы жизни нам обрисуют эти карты. А после, к чему все идет, раскроем на картах Таро. Останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, с чем же будут связаны события ближайшего будущего для вас, мои дорогие козероги? Или сфера жизни? Планетарно же не могу сказать, что какие-то прям глобальные перемены могут произойти в эти 10 дней. Скорее, какие-то паузы могут быть. Почему? Потому что ретроградная Венера со 2 марта как-то не дает быстрого прогресса. Но те процессы, которые уже были запущены ранее, они будут развиваться, но в таком замедленном, нам может как минимум так показаться. Какие-то вопросы, когда нам могло уже тоже, где-то мы могли предполагать, что ну вот-вот какая-то тема закроется или разрешится, и по какой-то причине нет, разрешения не происходит, происходит пауза. Вот к этому нужно быть готовым. Прочитайте, у меня на сайте есть преломление реальности, есть такая статья. Вот в тему нам, кстати, принцесса чаш, карта любящего человека именно в этой колоде. И аркан умеренности. Что-то мы не можем тут ускорить. Поэтому терпение, а вы люди вдумчивые и одновременно настойчиво терпеливые. Поэтому что-то просто нужно продолжать. Может быть, вы внутренне определяетесь, будете ли вы это продолжать долго, или вы согласны на какой-то период, пока больше определенности не наступит. Но то, что не торопиться, карты говорят, это точно. Или не принимать, может быть, как важного решения по части личной жизни, такого окончательного, может быть и так. Давайте раскроем, к чему же идут события. Мы достанем по 2 карты. На каждую карту Ленорман. Это оракульные карты. С чем это связано или к чему все идет? Что вас ждет, или чего касается, может быть, какое продолжение следует. Итак, события ближайшего будущего. Неожиданности, с чем это может быть связано. И далее 2 сферы жизни. Это сфера достижений, денег и работы, профессиональной деятельности, отношения и личная жизнь, какова энергетика, и карта совет, которую откроем в самом конце. Что же за события? Как и от ментального мусора очиститься, и карта метла. Или, может быть, все то где-то проанализировать, что не может быть продолжено. Или чего вы не хотите, мои дорогие, продолжать. Здесь какие-то судьбоносные могут быть решения вами приняты, правда? Вы с чем-то определяетесь. Кто-то буквально, может быть, дома делает ремонт, я могу такое предположить, и выносит хлам из дома. И правда, мы меняем пространство, а пространство меняет нас. Пространство то, которое мы меняем, даже как будто освобождаем. Вот от старого хлама, кстати. Это волшебным образом рекомендую. Это на самом деле действует. Почему? Потому что мы как чувствуем некоторое очищение, больше свободы, больше воздуха. И это оказывает влияние, это как волшебная какая-то магия происходит, потому что мы возвращаемся в другой дом, мы возвращаемся словно в другую энергетику. У кого-то можно как совет воспринять эту карту, если действительно вы видите, что как-то я подзарос старыми вещами, и уже наступил тот период, когда что-то нужно и избавиться от того, что мне уже надоело, может быть, и глаза не смотрят. У кого-то это будет, если мы говорим про ментальный мусор, это имеется в виду наши прежние взгляды. И на самом деле эпоха перемен, коль уж мы с вами в ней проживаем, и вы могли за долгий период 20-летней нахождения Плутона в вашем знаке отстроить уже даже свою концепцию благополучия. А здесь ведь нет, постепенно Уран меняет, ломает какие-то стереотипы и шаблоны. И тот стереотип, который он устанавливал в вас за долгий период времени,
он должен быть пересмотрен. И для нас вот эта ломка шаблона не всегда бывает, ну, как бы мы оцениваем ее со знаком плюс. Иногда это болезненно. Но и все же какую-то реальность нужно принять. Давайте посмотрим. В конечном итоге вот такая чистка наших взглядов, или когда мы правильно оцениваем свои собственные ресурсы, конечно. И эти ресурсы мы бережем. Мы не хотим с учетом аркана метла тратить наше время впустую или на то, что не может быть продолжено. И вот этот якорь может совпадать со всем тем освобождением пространства от того, что нам уже теперь не нужно. А есть что-то вот как ваши планы, может быть, или буквально то, что касается вещей даже. Аркан, якорь – это все же материализм какой-то, да? Хотя здесь у нас пики воздух, и это наши мысли, это наш интеллект. Поэтому здесь как и ментальный какой-то мусор, так и буквально может быть очищение пространства, какая-то перезагрузка, которая вам дает больше уверенности. По аркану якорь – стабильное ваше положение. В эти 10 дней я не могу сказать, что что-то вокруг, правда, меняется. Скорее, это вы инициируете какие-то перемены, освобождаясь от иллюзий или от того, что уже из прошлого присутствует на данный период времени. Но вы понимаете, ну да, либо вы не хотите это продолжать, либо оно уже в принципе не может быть продолжено. Укрепляйте свои позиции. Может быть, укрепляете по части личной жизни. Личная жизнь, как признание, безусловно, у кого-то будет в любви. Но, понятно, мы все разные. У кого-то это вопросы семьи, вопросы вашей пары, вопросы взаимоотношений, вопросы с вашими родственниками, даже если вы один или одна, могут быть, это как ваши близкие или любимые люди, или есть какой-то человек, кстати, как друг или знакомый, и тогда какое-то знакомство продолжится. У каждого здесь по-своему будет, но личная жизнь, как и ваше собственное пространство, вот соединить, может быть, нужно возвышенное и земное, мои дорогие, вам в эти 10 дней. Но опять же, мы никуда не торопимся. По аркану сердца приятные эмоции проходят. Может быть, это построение ваших отношений на далекий период, вы что-то можете планировать, но сказать, что реализуется вот прямо с точкой, быстро, как подписаны документы, может быть, именно в этот период, я пока не могу. Ну, давайте откроем следующую карту. Да, вот планы на будущее мы с учетом Луны можем строить. Но сказать, что есть какие-то четкие ориентиры, скорее нет. Тут ориентиры далекие. Не случайно у нас как лицо показано месяц, да? И звезды нам как 3D-измерение. Ты должен видеть на несколько шагов вперед. Вообще по аркану Луна будет проигрываться очень хорошо. Действительно, очищение собственного пространства, очищение дома. Все то, что я говорила, с учетом первых 2 карт, и это на вас волшебным образом влияет. Для кого-то из вас отказ от одиночества, с учетом аркана Луна. И когда вы понимаете, да, большое видится на расстоянии, может быть, вы будете анализировать свою прежнюю историю взаимоотношений, захотите новой концепции. Все то, что мы улучшаем дома, нас как вдохновляет и где-то окрыляет, если мы даже избавились от какого-то хлама, очень положительно влияет, потому что когда аркан Луна, это иногда нам говорят и не только о наших близких, а именно о месте, где мы находимся, месте нашего комфорта, куда мы приходим отдыхать, мои дорогие козероги. И для вас место вашего отдыха, чтобы оно было для вас максимально таким, как способствует вашему релаксу, например, восстановлению сил. По крайней мере, в эти 10 дней это будет важно, потому что какая-то перезагрузка внутри вас или очищение от того, да, что прежде вы могли как постулат или догму воспринимать, а здесь нет, тут что-то мягко трансформируется, и мягкая трансформация тоже идет по Луне. Но нет четких ориентиров. По Луне есть только как облик или как определенное значение, но опять же нет конкретики. Но может быть привести мысли в порядок. Самое время отдохнуть, куда-то не спешить, мои дорогие козероги. Но как раз личная жизнь, посмотрите, это черви, безусловно, это какие-то приятности в эти 10 дней,
карты вам уже обещают. Но и работа над собой или работа над ошибками, она какая-то предполагается, в конечном итоге укрепляет ваше благополучие. Не должно быть какого-то противостояния. И по аркану метла с учетом пятерки жезлов. Карта информационного хаоса. Мы можем слышать разные новости. Мы, кстати, можем получать разные фейки на Gmail, например, да, и тогда будьте внимательны, не переходите по каким-то мутным ссылкам. Проверяйте эту ссылку, откуда она пришла. Храните сами себя, потому что можно попасть в какую-то не самую интересную историю со знаком плюса, как раз с каким-то минусом. Вам лучше отказаться от чего-то, как от противостояния, которое нам показано на карте и по пятерке жезлов. Кстати, могут проходить люди, которые нам что-то обещали, например, свое участие, да, и ваше доверие этому человеку. А тут получается так, что, нет, человек вас подводит, поэтому не рассчитывайте на людей, рассчитывайте сами на себя. И если даже вас кто-то подвел, тогда не устраивайте все равно конфронтацию. Вы ничего не докажете этому человеку, делайте выводы и идите дальше. Берегите себя, как и в плане новостей или в плане информации, которая к вам приходит. С информацией работать придется, но ее постоянно фильтровать. Прежде чем мы выудим из вороха информационного хаоса что-то, как рациональное зерно, будет много того, что мы словно выметим. Может быть, это метла, когда кому-то из вас вы ищете именно варианты или какую-то недостающую информацию, и тогда среди вороха каких-то сообщений вы можете для себя что-то важное и вполне найти. А если что-то вас не устраивает, опять же, по двойке мечей, делайте выводы. Но конфронтация бесполезна, потому что, обратите внимание, вот в этой карте, пожалуй, прорисовали очень точно. Два человека находятся словно в одном пространстве. И так и вы, мы в одном упряжке или в одной упряжке времени, или тех перемен, которые происходят вокруг нас, мои дорогие. И это мы не изменим. Мы одинаково, просто у каждого несколько своя позиция, но всем сейчас одинаково может быть сложно, и каждый по-своему как может решает свои вопросы. Поэтому оттолкнуться от того, что вы хотите осуществить. И если где-то люди вам создают или информационный хаос, или заставляют вас, может быть, насчет себя сделать важный вывод, что ты на меня не надейся, да, вот как я говорила, проходит иногда такое по пятерке жезлов. Тогда мы тоже, опять же, вывод сделали, но вы люди сильные, вы всегда надеетесь сами на себя. Но, может быть, информации будет слишком много в эти 10 дней, или люди какие-то непонятные будут. Вот такое я тоже могу предположить. Могут быть и люди, которые вас вызывают на конфликт, мои дорогие. Вы ведь люди уверенные, спокойные, вы не конфликтные, отнюдь нет, в большинстве своем, это точно. Но, кстати, правда, прочитайте статью на моем сайте «Преломление реальности». Вот эмоции могут накрывать некоторых персон. Пусть это касается даже не вас, хотя и вас кого-то может коснуться. Когда мы с чем-то не согласны, но эмоции – это лишь эмоции, поэтому будьте аккуратны и внимательны. Выводы делать хорошо, конфронтация – нет. Что же к чему все идет? Ну, прекрасно, 8 пентаклей, работа у тебя все получится, карта якорь. Все то, что вы хотите осуществить, у вас получится, потому что 3 жезлов, но это карта будущего. Поэтому где-то зри как и в корень, так еще и не оставляй свою мечту или свои желания, но для этого тебе придется работать. Вряд ли вас слово «работа» пугает, я в этом уверена. По 8 пентаклей одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, поэтому для кого-то из вас перспективы могут на работе быть. Можно, кстати, благодаря вашим качествам, такой, знаете, целеустремленности, выдержке, терпению, вы можете для себя на будущее заработать много бонусов по части работы или ваших достижений. Или для кого-то из вас это дело домашнее, тоже словно этот якорь по части вашего дома. Вы можете либо что-то согласовывать, укреплять, опять же, да, как и финансовый статус, может быть и работать для кого-то на дому, или на дому проводить изучение, может быть онлайн чему-то обучаться, потому что вы уже берете ракурс вперед, в будущее. Вы уже где-то готовы к этому прыжку в будущее, потому что
Карта метла не случайно выпала. Прошлое в какой-то концепции вам точно надоело. Хочется добрых перемен. Давайте посмотрим, что же вот эта любовь, сердце. И мы не рассматриваем карты в перевернутом отношении. И шестерка жезлов – это карта победителя. Но какая-то победа, она есть. И нам, кстати, даже в перевернутом значении нам говорят, да, уже какая-то победа есть, она была, ты уже прежде что-то сделал хорошо, но теперь твоя задача сохранять. Сохранять, как и может быть отношения, рядом карта любящего человека. Для кого-то это конкретно супруг, супруга, ваш важный партнер, либо по браку, либо по дружбе, по взаимоотношениям важным. Это те люди, которые вас просто любят, относятся к вам искренне. Это та поддержка, опять же, которая построена не где-то даже на материализме, а на искреннем отношении к вам. Есть такой человек. Может, это вы для кого-то привлекательный. Может быть, в эти 10 дней вам кто-то действительно признается в любви или скажет какой-то комплимент, насколько ты сильный человек, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Даже девушкам, женщинам могут сказать, ну, откуда у тебя столько терпения? Как ты можешь такой сложный период выносить, ну, или где-то сдерживать себя? И для вас это будет как комплимент, потому что ваша основная задача – удерживать ваши позиции. Не случайно аркан якорь. Вы уже победители, и где-то по 8 пентаклей действительно ваша задача – удерживать эти позиции. От этого зависит ваше будущее. Давайте посмотрим, что же нам там про Луну. Выбор, он присутствует, аркан влюбленный. У кого-то это будет действительно про дом. И в этой колоде карт, обратите внимание, здесь нам союз конкретный показан, потому что красной нитью перевязаны руки любящих друг друга людей. И поэтому у кого-то это личная жизнь, причем та, которая будет продолжаться дважды по принцессе чаш. Это тоже карта любящего человека. Может быть, обновление в отношениях, может быть, и вопросы, связанные с детьми. Но я говорила, аркан Луна – это еще наше место как комфорта, релакса, когда мы отдыхаем и когда мы находимся среди любящих людей, среди искренних людей. Вот вы знаете, концепция дома, вашего благополучия, взаимопонимания и тех, кто в доме, тех, кто рядом с вами, в эти 10 дней для вас будут очень важны. Потому что практически где-то, ну да, есть те, которые с нами не согласны. Но это, наверное, всегда так бывает. Но когда тылы ваши, мои дорогие козероги, вот такие прочные, надежные, нам тогда море по колено где-то, да, или нас правильно поймут, нас где-то поддержат. И если есть какая-то конфронтация, пусть это касается вопросов работы или каких-то внешних взаимоотношений, то мы восстанавливаем более полноценно силы дома. И у вас 3 или даже 4 все же карты, я бы сказала, которые вас оборачивают к вашему благополучию или к вашим взаимоотношениям. А для тех, кто один или одна, вполне вероятно, есть возможность даже познакомиться. Будьте внимательны. Давайте посмотрим неожиданности. Правда, есть возможность познакомиться с человеком, но карта говорит, ты пока еще грандиозных планов не строй. Вообще по рыцарю чаш хорошее настроение в неожиданностях. Радость, подарок, кстати, комплименты, все то, что я говорила. Какое-то хорошее настроение. Вообще добрый период этих 10 дней. Хотя, понятно, что-то нам не нравится, да, от чего-то мы хотим избавиться. Но карта говорит в неожиданностях, ты пока просто вдохновись, вот именно проживи этот момент спокойно. Или восстанови силы, об этом тоже говорит карта. Согласись на что-то, если тебе предложат какую-то поездку, может быть, недалекую даже. Проведи это время с пользой для самого себя по восстановлению сил. Или по вычищению пространства от грустных мыслей, от того, что вас где-то разрушает внутренне, от каких-то сомнений самое время избавиться, потому что как высшие силы пытаются, может быть, как добрых людей, может быть, с таким добрым человеком встреча, и через него это вас пытаются высшие силы вдохновить, мои дорогие, чтобы вы себе дали, ну, знаете, как какую-то паузу душевную, добрую, не загоняли себя в какие-то рамки или в железные тиски, не заключали сами себя в какие-то кандалы. Наоборот, это надо вымести, все то, что вас сдерживает. Но в то же время
мы пока еще не перекладываем на какие-то резкие дела или на резкие наши суждения, на какие-то заявления, да, например, когда нет, вот этого никогда не будет, или я сказала это как вердикт, например, да, нет, здесь все же мы держим баланс, мои дорогие, и для вас тогда все остальное проигрывается со знаком плюс. Ваши достижения, работа, деньги, ну нечего сказать. У кого-то могут постепенно оформляться документы, например, да, все же мы на достижения, или есть какой-то прогресс, вас действительно что-то радует. У кого-то могут прогрессивно продвигаться отношения в личной жизни, все же туз чаш. И правда, радость, благополучие, какие-то добрые известия, может быть и есть то, что со знаком минус, или вот этот хаос какой-то информационный, или какой-то бардак, тот, который внешне, но самое главное, ваше внутреннее состояние. Или ваше окружение, то, которое близкое. Это вам дает не только якорь, но и чувство как собственной самодостаточности, того, что как я нахожусь в безопасности, или я нахожусь среди людей, которые меня любят, которые мне готовы прийти на помощь, которые меня, может быть, готовы просто поддержать эмоционально. И что-то подобное вам описывают карты в эти 10 дней. У кого-то и по работе, может быть, даже по найму. Здесь будут какие-то приятные сюрпризы, новости. Вам могут и предложить что-то. Но хорошее настроение или какой-то прогресс, или возможность для кого-то. Не отказывайтесь от чего-то, если вам что-либо предлагают. Что в личной жизни – да, вот зачем она выпала, эта карта? Пятерка мечей – это первая победа. Но, может быть, карта хочет сказать, что, вот я говорила уже, да, не должно быть какой-то конфронтации, не должно быть спора. Потому что по пятерке мечей не случайно первая победа. Победа есть, но она никому не приносит ни пользы, ни вдохновения. Все расходятся, каждый в своем мнении. Мы потеряли силы, время, энергию, но так ни до чего и не договорились. Поэтому, если даже хочется сказать все то, что вы думаете своему партнеру или какому-то человеку, или вам, наоборот, мои дорогие козероги. Это ведь может быть кто угодно. Это может быть как далекий родственник, или может быть родственник вашего партнера, или какое-то несогласие, да, может быть внутреннее ваше. Ну, не торопитесь в конфронтацию. Или поднимать эту перчатку, если кто-то инициирует конфликт. Ну, или где-то сами настаивать. Помните, для вас гармония, баланс – это основа всего. Это основа вашего благополучия. И, ну, где-то об этом, я так вижу, больше говорит карта. А вот как раз помириться – прекрасное время. Давайте карту совет. Карта праздника, правда, помириться можно. Вообще все, что бы вы тут не задумали, тут можно обойти все острые углы. Можно договориться, можно разобраться в отношениях, если есть любовный треугольник, кстати. И не случайно тогда метла. Более ясное видение будет, что вы хотите продолжать, а что вы точно не хотите продолжать. Вторая карта – якорь и карта будущего, тройка жезлов. В чем вы видите, ну, как свое благополучие в будущем или с кем рядом. Но праздник уже присутствует. И если мы говорим как про совет, это все то, что я говорила по рыцарю чаш. Правда, самое время чем-то вдохновиться, себя не загонять в угол, мои дорогие, дать себе возможность отдыха. И помните, что сами по себе ваши тылы – это основа вашего благополучия, процветания и счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.